Привет, дорогие друзья! Ну что, продолжаем следить за самым напряженным сериалом последних лет, а именно за тем, что же там будет с войной в Украине в контексте того, что обещает Трамп. Трамп продолжает рассказывать о том, что он не удовлетворен, вернее, как он разочарован, ну и не удовлетворен тоже разговорами с Путиным, все такое, и угрожает сделать кое-что уже в ближайшее время, а именно ангажирует всех, говорит: я в понедельник такое выдам, да вы ахнете. Короче, сделает важное заявление по поводу России и говорит: посмотрим, что произойдет в течение следующих пару недель. Это его пара недель вообще-то уже длится полгода, но мы понимаем, о чем он говорит. Он говорит о все том же санкционном механизме. 500%, все такое, громим молния, мы положим экономику Российской Федерации и все остальное. Да? Также вы знаете, что он законодательно сейчас заинтересован в том, чтобы получить механизм, который позволит ему самостоятельно накладывать и отменять санкции. Ну, то есть так, по-королевски. И таким образом он сможет говорить: смотрите, я заставил Путина, вот видите, вот здесь вот я вот это вот ввел, и заставил Путина сделать то-то, то-то, даже если не он заставит Путина, но можно будет сделать так, что заставил как будто бы он. И здесь не надо думать, что Трамп совершает что-то такое новое и невиданное, потому что с соседней и вполне себе дружественной Канадой, вы наверняка помните, что было. То я Канаду аннексирую, то я это, давайте я введу санкции против вас. Еще ввел переговоры о торговой сделке, теперь вводит торговые ограничения. Ну, в общем, собственно, об этом и говорят аналитики, что Трамп на самом деле мог не менять свою позицию на проукраинскую. Просто у него такая переговорная стратегия. Я бы даже сказал, не то что переговорная стратегия, хотя и это тоже. Я говорил, что в его манере задирать ставки, агрессивно задирать ставки, а потом обнулять это все, и как будто бы вот я так договорился. В такой манере он вел и бизнес тоже. И бизнес тоже вел по краю, и достаточно рискованно. И вообще идеальная книга написана про Дональда Трампа, и она на самом деле очень интересная. Следует ее почитать, она кайфовая. Вот. В общем, это его манера. Но при этом еще нельзя сбрасывать со счетов главного. Это то, что я вам говорил. Ему нельзя, чтобы был второй Афганистан. Ибо получается, он гнобил демократов, а сейчас опа, такой же второй Афганистан, и демократы скажут: вот, смотри, Украина, ты там предал и все такое прочее. Да? Короче, мы переходим во-вторых, потому что дальнейшие поставки вооружений могут выступать еще одним средством демонстративного давления на Россию. СМИ сообщают, что Трамп вскоре впервые воспользуется своими полномочиями для военной помощи, опять-таки, Киеву. И там уж будут и Хаймерс, и Патриот, там уже их будет больше, и все такое. Конечно, на этом моменте можно остановиться и задуматься и спросить: слышь, Дональд, а зачем тогда нужно было, чтобы Харрис не выигрывала? Ну или зачем нужно было вообще Байдена менять? В принципе, он мог тогда продолжать. Но опять-таки вам повторяю, не все так просто, как видится. Да, действительно, будут выделены вооружения. Да, действительно, они, скорее всего, окажутся достаточно быстро в Украине. Но, во-первых, речи о благотворительности не идет вовсе. Трамп придумал, что европейцы теперь из нищих своих бюджетов будут покупать у американцев оружие и передавать Украине. Идеально. То есть его избиратели не могут ему предъявить: слышишь, а как это так, что ты выделяешь на огромные средства стране, а раньше же вы говорили там коррупционное руководство. Они и сейчас говорят, что там коррупционное руководство. Просто они как бы денег не дают вон через европейцев, а европейские деньги оседают в бюджете штатов. То есть в результате будут и волки сыты, и овцы целы, бараны на Банковой окажутся целы, европейских овец будут стричь. И помимо этого европейские браты еще будут оказывать помощь по своим собственным линиям. Надо упомянуть британский масштабный проект. Они профинансируют производство более 5000 противоракет для сбивания дронов. Когда вы это читаете, вы думаете: вау, нифига себе, 5000 ракет, которые будут сбивать дроны. Но это серьезно. Да, конечно, серьезно. Если не читать мелким шрифтом написано, что проект этот на 19 лет рассчитан. Меньше 1 дрона в день будут выпускать. Мне напоминать, сколько выпускает Российская Федерация сейчас? Напомню, как говорят, более 500 дронов, но на самом деле
утверждают некоторые эксперты, что скоро эта цифра приблизится к 1000 дронов за сутки. 1000 дронов лучше всего сбивать одной ракетой. Ну, смотрите, она же может быть такой. Вот так вот, как в компьютерных играх. Все их возбивать и самоликвидироваться. Но лейбористский кабинет не факт, что 19 лет продержится. Не факт, что он еще 1 год продержится. Скорее всего, на досрочных выборах выступит триумфально та самая популистская партия во главе с Фараджем, которого еще позавчера воспринимали как клоуна. Вчера уже начали бояться, а завтра, скорее всего, он уже будет серьезной решающей силой Великобритании. Как это ни странно, да, но во Франции срубили одну такую силу, имеется в виду, конечно, Ле Пен, и Европейский суд по правам человека подмахнул, если вы знаете, да, о том, что это не нарушаются ее права, то, что она не будет допущена к выборам. ЕСПЧ мочит, я вам скажу. Мочит. Также европейские власти еще надеются развернуть в Украине свои войска. Хотя они только недавно говорили, что не будут этого делать. Но в Риме обсуждали организационные вопросы будущей многонациональных сил Украина, включающих в себя 30 стран. И в общем к этому все присоединяются. И американские представители этому аплодируют, в частности Келлог, который в частности вот скоро отправится с визитом в Киев. В Киеве его очень любят, хлебом солью встречают. Короче, размещать некие штабы поочередно планируют в Британии и во Франции. Но весело то, что для принятия такого серьезного решения почему-то не прилетели туда. Оба выступили по видеосвязи, ни Стармер, ни Макрон. По всей видимости, Рим слишком близко находится к линии разграничения, и они боялись просто, что в них прилетит ракета. Может быть и так, но я не знаю как. Серьезно, вы принимаете такие важные решения. Да вы не можете прихромать туда? Направлять солдат и специалистов они тоже собираются не раньше, чем это станет безопасно. То есть после прекращения огня. Таким образом, эти солдаты не будут ничего предпринимать для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, ибо они, по задумке этих гениев, должны прибыть тогда, когда уже никакого поля боя не будет, а когда будет безопасно. И они, будут обучать украинских солдатов, которые провели 3 года, а некоторые, уже 10 лет в окопах, они будут обучать, французские специалисты, они будут обучать их, и потом там что-то патрулировать, что-то такое. Но фишка в том, что гарантии безопасности, опять-таки, никто не предоставляет. И Штаты тоже не хотят, чтобы там присутствовали их войска, то есть европейцы пусть сами рискуют. И пока они там шебуршатся, не зная, как лучше это все замутить, они тем самым, они больше предоставляют аргументов для россиян, для того, чтобы россияне не прекращали то, что они делают на поле боя. По поводу встречи Марко Рубио и Сергея Лаврова, пока что так и непонятно, какой такой новый подход предложил глава МИД РФ американцу. Сам Лавров цитирует Трампа и говорит: ждите больших сюрпризов. Все заметили, как по-дружески они общались на полях и даже вне общения, которое было официальным. Да? То есть те самые подмигивания, что я вам говорил. То есть очень на короткой ноге, очень по-дружески общаются Лавров и Рубио. И некоторых это, конечно, напрягает. Что касается положения, собственно, на фронте, то последняя неделя в большей степени сопровождалась масштабными обстрелами, чем продвижениями российских войск. О продвижении ВСУ или о каких-то успехах говорить вовсе не приходится. Что нового? Это, конечно же, все это замечают, прилеты по зданиям ТЦК. Это первый раз, возможно, когда прилеты начали вызывать публичное, не то что одобрение, а злорадство, как минимум, в соцсетях от украинцев. Не от ботов, а от настоящих украинцев. Это не значит, что они вдруг стали любить тех, кто обстреливает и так далее. Но на шахедах написано вполне на украинском языке. Так, привіт, там від жителів Одеси и таке інше. И оно прилетает по ТЦК. Но тут надо тоже понимать, что граждане, которые смотрят на это и одобряют это, они-то по сути должны одобрять конец войне. Потому что на плечах этих ублюдков из ТЦК как раз таки еще что-то и держится. Потому что благодаря этому преступлению, которое называется призыв на улицах, благодаря этому еще вообще хоть что-то держится на фронте. А если рухнет все и рухнет вся эта система, то что будут делать откормленные патриоты, которые, не вставая с пляжа, призывают людей идти воевать и воевать до конца? Я все больше и больше поражаюсь цинизму этих
ребят, которые рассказывают, что по семейным обстоятельствам я нахожусь, говорит, в Германии, а так бы поехал вообще. Слава Украине, говорит, там, слава нации. Что там с нацией вообще на поле боя происходит сейчас? Друзья, рушится оборона в Каменском. Россияне уже говорят о полном контроле над этим селом Запорожской области и начале боев за населенный пункт Плавни. Параллельно с этим россияне подтягивают фланги. И они сейчас уже аннулировали все завоевания 22 года на линии Каменское, Малые Щербаки. Все это чревато закреплением россиян на высотах за руслом реки Янчикрак, а затем огромными проблемами для Степногорска. Очень быстро россияне закрепляются за рекой на Мокрые Ялы. И если в Воскресенке к северу от поселка Шевченко закрепиться у них не получилось, то после форсирования водной преграды и захвата Поддубного они стремительно расширяют плацдарм, уже по крайней мере частично взяли населенный пункт Мирное, населенный пункт Толстой, штурмуют Новохадское. Такими темпами Воскресенку скоро будут атаковать просто тупо с 2-3 сторон. По поводу Дачного. Несколько дней шли споры, кто же на самом деле контролирует этот населенный пункт Днепропетровской области. Морпехи показали, как они устанавливают флаг в селе. С тех пор россияне новых убедительных доказательств присутствия не предоставили. Так что к текущему моменту они не имеют какого-либо плацдарма на Днепропетровщине. Но ситуация напряженная. Под Покровском ситуация настолько же тяжелая, как и была. Но я уже говорил, они не пытаются атаковать в лоб. Они пытаются обойти агломерацию не с запада, а с востока, атакуя Новоэкономическое и вдоль линии от Коптева до Русина-Яра. Постепенно они продвигаются вдоль трассы на Константиновку и в чертах Яблоновки, медленно срезая карман к западу от Торецка, а также близятся к Белой горе. Это населенный пункт севернее Двух-Делеевок. Касательно Часов Яра не подтверждается заявлений о полном переходе под российский контроль микрорайона Шевченко и тем более прорыва в Николаевку. Даже сами россияне в итоге согласились с тем, что бои за Шевченко все еще идут. Теперь они заговорили о наступлении на Северск. Штурмовые группы, как они утверждают, уже вышли к окраине города, где мониторинговым группам, даже украинским, пришлось признать поражение, так это на Лиманском направлении. Там ползучим наступлением был захвачен населенный пункт Зеленая долина. В частности, сыграли роль плащи-невидимки, которые от тепловизоров скрывают личный состав. Ранее частично отбили ВСУ Редкодуб, теперь развивается движение к югу от него, к северу тоже. Россияне пытаются обогнуть и окружить засевшую в Редкодубе украинскую группировку. Внезапным стал прорыв к Боровской Авдеевке. Если наступление не будет остановлено, это создаст проблемы для логистики ВСУ на левом берегу реки Оскол, которая завязана на поселке Боровая. С начала июля россияне при этом расширили плацдарм в Харьковской области. Строевка, Милово были захвачены, образовался карман, который пытаются ликвидировать. На Сумщине продвижение замедлилось, при этом россияне заявляют, что не только теснят ВСУ из-под Теткина, но и сами пересекли границу и заняли там Бессаловку. Таким образом может возникнуть еще один плацдарм для наступления на Сумы. И я вам уже говорил, что несмотря на переброску, значительную переброску сил из других мест, где эти силы очень важны, под Сумы, все равно ничего не получается, и под Сумами уничтожается личный состав просто кошмарными темпами. В общем, все складывается так, что у Зеленского сейчас вполне могут заявить, что вообще летняя кампания у Российской Федерации удается, потому что союзники тормозят с вооружением. Дайте нам оружие, и мы задавим, развалим и так далее. Но я объясняю всем, в том числе своим подписчикам, в частном телеграм-канале, что оружие само по себе не стреляет. И поэтому, когда говорят оружие, Трамп отправит оружие, все такое, оружие само по себе не работает. Только мины работают, которыми вон, видите, Литва, там Латвия сейчас все заминируют, а потом их грибники собственные будут еще столетия подрываться на этих противопехотных минах, как и в Финляндии то же самое. Да? Кто там ходил через границу, теперь будут кишки висеть
И будут говорить опять-таки, ну кто в этом виноват? При этом немецкая пресса озвучила два сценария для главкома Сырского. В первом случае, это сейчас происходит, он тянет время до осени, удерживает линию фронта, минимизирует жертвы, избегает окружения крупных группировок, а в итоге создает отправную точку для переговоров. Ну, отправная точка, то есть имеется в виду, это будет та самая линия заморозки конфликта, от которой потом будут плясать любые договоренности. И это хороший вариант, чтобы не допустить, чтобы у Путина получилось то, как он говорил, куда ступит ботинок российского солдата, там наше. И есть плохой вариант. Он заключается в том, что сухопутные войска отходят за естественные преграды. Не за Карпаты, понятно, а пока за Днепр. Лишь бы не допустить капитуляции государства и сохранить армию. И в подтверждение этому говорят, что, видите, Украина начала возводить в 20 километрах от линии столкновения там какие-то там заградительные там эти самые вещи. Дело в том, что это сейчас в это трудно поверить. Не в смысле того, что строительство фортификаций звучит неправдоподобно. Их и ранее возводили в последний момент на тяп-ляпы или не строили вообще. Не, мы имеем в виду, что такого масштабного обвала фронта вроде бы как не происходит. Что ВСУ вынуждены бежать с левого берега. Русские не могут к Запорожью или даже к Сумам с Харьковом подойти. А при чем тут река Днепр? И вот тут вот мы забываем о тактике тысячи порезов, которую сейчас активно используют россияне. По многим направлениям, и когда, казалось бы, все вроде бы как еще стоит и далеко от того, чтобы вот прямо рухнуло, да, на самом деле так было в Иловайске. Когда в итоге все рухнуло и обвинили там одно подразделение, которое сбежало с позиций. Именно из-за ошибок украинского руководства в Очеретино россияне в итоге вышли к Покровской агломерации. Чем меньше будет живой силы в распоряжении руководства, тем выше вероятность подобного развития событий. И не случайно прилетает по ЦЦК, и по обучающим полигонам тоже не случайно. Нью-Йорк Таймс пришли к выводу, что Путин на что-то такое рассчитывает в ближайшие месяцы, что Россия продолжит наращивать превосходство и украинское сопротивление вскоре сойдет на нет. Без уступок с украинской стороны, без каких-то капитулятивных вещей с украинской стороны, просто остановка боевых действий Путину, конечно же, не нужна. Он видит карты. Некий источник издания в Кремле утверждает, что Путин рассчитывает порешать с американским коллегой о смягчении санкций, когда будет готов положить конец войне. То есть никого особо почему-то в Кремле вот эта вот угроза этих суперсанкций не пугает. И это опять-таки ложится в канву того, что эти двое между собой там порешали и играют какую-то игру. В ближайшее время мы это увидим, но доставляет серьезное наслаждение наблюдать за тем, как украинское руководство при этом дует вот такие щеки и делает вид, что все идет хорошо. Нет, все идет очень плохо. Все идет очень плохо и идет к проигрышу. К военному проигрышу Украины. Говорю как есть.